это оттачивание техники, флюидности, прыжков и непрерывности линий. Эта тренировка подойдет как для сноубордистов, так и для лыжников. Выбрали склон на сегодня твердый, ледовый, чтобы показать вам, что спортивный фрирайд — это не всегда катание по мягкому снегу. Иногда нужно и напрячься. Что нужно для тренировки? Сноуборд, а лучше лыжи. Команда, которая вас подстегивает совершать трюки больше, чем обычно. Клон с легким доступом с подъемника, чтобы не успеть отдохнуть. И хорошее настроение, хотя какое оно может быть, если вы катаетесь? Только хорошее. Начнем с того, что нужно выбрать одну линию. Сейчас мы находимся на склоне, где проходят соревнования с одной звездочкой. Идеально для тренировок. Спускаемся максимально агрессивно, не тормозим и делаем повороты только для того, чтобы направить свой снаряд к ближайшему дропу. Забываем про то, что говорил инструктор. И набираем максимальную скорость, чтобы улететь дальше и выше, чем ваш друг. Но не забываем про дистанцию. Влететь в друг друга не так круто, как улететь выше и дальше. В прыжках всегда пытаемся сделать какой-то трюк, бэкфлип, 360 или хотя бы шифте. Если нет в арсенале трюков, пытаемся сделать грэбы как на доске, так и на лыжах. Это добавит вам очков респекта, как от команды, так и от туристов, которые поднимаются на подъемники. Почему я выделяю на такую тренировку целый день на своих школах по фрирайду? Эта тренировка отлично учит запоминать рельеф и отточить одни и те же движения. Сделанный один прыжок один раз или 10 раз один и тот же прыжок напрямую влияет на запоминание правильных движений во время прыжка, а их там, не считая корректировок, 4. С каждым спуском вы становитесь только лучше. Увеличивая скорость, вы отодвигаете грань страха перед прыжком или потерей контроля, а ваша команда вам в этом помогает. Вот еще полчаса назад вам было страшно прыгнуть через перегиб слепую, а теперь вы только и ждете, когда наберете побольше скорости и улетите дальше. Эта тренировка совершенно отличается от обычного катания, когда вы совершаете каждый спуск по разному рельефу. Чем чаще проводите такие тренировки, тем лучше тело будет готово к тому, чтобы применить навыки к обычному катанию. И может снизить даже мандраж на старте, но это не точно. У меня после 10 лет соревнований в глазах все равно темнеет. На видео видно, как мы меняем лидирование. Каждый смотрит друг за другом и учится правильно держать траекторию и скорость. Все дело в настрое. Катание должно приносить вам высшее наслаждение. Давайте поговорим о соревнованиях. Когда вы смотрите на склон в первый раз и продумываете свою линию, вы основываетесь на своем опыте тренировок и четко можете определить, с чем вы справитесь, а с чем нет. Если хотите, чтобы я сделал большой выпуск про соревнования, в которых я участвовал, и о своем опыте, напишите мне в комментариях. У меня есть видео, фото, чтобы вам показать, что это такое участвовать в соревнованиях по фрирайду. В Красной Поляне у меня есть два любимых спота, где я так тренируюсь. Первое — это Альпика, там 7 дропов подряд по центральной линии под подъемником. И вот здесь это курорт Красная Поляна, второй цирк. А здесь как раз проходят соревнования по фрирайду. В данный момент я использую лыжи Black Rose Anima, они самые любимые в моей коллекции, потому что они очень хорошо управляются. Это Twin Tip с двумя рокерами спереди, сзади. Также у них талия небольшая, 115 всего. И любимые ботинки — это Dolbella Krypton 130. Хорошо держат на любой скорости и хорошо отрабатывают, когда ты делаешь большие дропы, как в пухлом снегу, так и на жестком покрытии. Ботинок хорошо сформирован под ногу, там я использую стельку Сидес, которую мне друзья сделали под мою ногу, поэтому мне достаточно комфортно кататься весь день. Не забывайте про разминку. Нужно сделать пару спусков, прежде чем начать кататься на 70 или 90% своих возможностей. Также проверьте свое снаряжение и настройте крепление. На соревнованиях не всегда хороший и идеальный снег. Бывает очень жесткий лед, поэтому катайтесь в любую погоду с достаточной видимостью. Это позволит вам быть готовым к любым ситуациям. Какие еще тренировки бывают? Есть, например, тренировка, полная противоположность этой, когда вы смотрите на склон и спускаетесь по придуманной вами линии. Эта тренировка ближе к соревновательным условиям, но вы можете заранее посмотреть все дропы, которые приметили. Подъехать к ним, посмотреть, как вы будете отделяться, как вы будете приземляться и в каком состоянии снег.
Прыжковая тренировка – это когда вы не следите за своей линией, а только направляетесь к дропам, либо к любому рельефу, который вам позволит оторваться и приземлиться. Использование рельефа – это неотъемлемая часть фрирайда, потому что за счет него вы можете как оттормаживаться, так и перелетать какие-то препятствия. Это лишь малая часть тренировок, чтобы развить свои навыки фрирайда. Заходите на мой сайт funsnow.ru, либо пишите в Telegram, записывайтесь на школу в Шерегеше. И ко мне в группы на фрирайд в Красной Поляне, они уже доступны с 25 декабря. Пока есть места на новогодние праздники, как на обучение новичков по горным лыжам и сноуборду, так и фрирайд группы. Покажу лучшие места первым следом. А также не забывайте про хильски в Абхазии, запись на январь и февраль уже открыта. И пока есть места, в этом году у нас 2 борта, можно кататься большими группами. Возвращаясь с тренировки, ребята, с которыми часто тренируюсь, действующие атлеты Freeride World Qualifier. Они тратят много времени, чтобы научиться именно спортивному фрирайду, также снимаются и снимают кино. Последний фильм называется «На высоте», ссылка на него доступна в описании видео. Пожалуй, лучший фильм, который сняли за последние года в России. Ребята, оставляйте лайки и комментарии под видео, это будет хорошо развивать фрирайд в России и мотивировать меня делать новые ролики. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, подписывайтесь на канал, это тоже будет полезным. Ну, мы подходим к самому концу, это уже крайний спуск нашей тренировки, мы прокатались весь день, уже вечереет и уже пора отдыхать, уже все вымотанные. Но в этом году уже анонсированы новые соревнования, вы можете в них поучаствовать, если вы новичок во фрирайде, но очень любите этот вид спорта. Вы можете зарегистрироваться на 1 звезду, если уже что-то умеете, прыгать дропы, хорошо умеете контролировать ваши лыжи, либо сноуборд, вы можете зарегистрироваться на 2 звезды. Ну а если вы совсем профессионал, вы можете зарегистрироваться и на 3 звезды. Соревнования вам дадут не только возможность испытать себя, но и влиться в тусовку российского фрирайда, узнать всех самых лучших райдеров в России, кто не боится участвовать в соревнованиях, ну и получить незабываемый опыт, незабываемые эмоции. Не забывайте подписываться на канал, увидимся в следующем видео. Оставляйте свои комментарии, я на них всегда отвечаю.